Друзья, всем привет! Компания Xiaomi продолжает обновление своих устройств, и сегодня говорим о самой актуальной HyperOS с актуальным патчем безопасности от сентября месяца, и также о маленьких изменениях в прошивке, которые многие пользователи, я думаю, получат в скором времени, которая эта опция позволит вам немножко улучшить опыт использования новой HyperOS. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сегодняшним подопытным у нас выступает планшет Xiaomi Pad 6. Вообще, в принципе, обновление планшетов это очень отдельная такая история в плане появления каких-то новых фишек, ну и в принципе вообще всей логики обновления этого устройства. Вообще заявлялось ранее, что планшет не получит именно Xiaomi Pad 6 Android 15, и лишь только он останется под управлением Android 14. Но тут ходит очень разная информация, но, как говорится, поживем и увидим. На сегодняшний же день компания обновляет его очень даже актуально, как я уже сказал, патч безопасности от сентября месяца, а также в плавающих окнах у нас добавляются некоторые изменения, а в частности, когда видеоприложения отображались некорректно, это было исправлено, а также было исправлено, что размер закрепленных плавающих окон некорректно в некоторых моментах мог отображаться. Ну и, кстати, да, разработчики не обманули, и то, что они прописали, действительно было исправлено. Но я думаю, что вас, наверное, будет в целом интересовать, насколько же сейчас обновления HyperOS несут в себе какие-то новые фишки, да и в принципе что можно интересного в них найти. Если у вас, к примеру, планшет, то вы знаете, что тут есть куча дополнительных опций, но не все из них работают, и в этой версии какого-либо рывка в этом плане, конечно же, не произошло. Что там, допустим, инструменты для конференции у нас числятся, но в принципе оно не работает. Что у нас с вами числятся параллельные окна, они также не работают, хотя если вы используете приложение Pinterest, и, кстати говоря, относительно недавно еще оно тут у меня не отображалось, то параллельные окна работать не будут. Но, как вы видите, что из того спектра приложений, которые в принципе можно поставить, лишь только одно у нас именно тут может проявиться. Чего не сказать о режиме взаимосвязанность, который работает очень-таки уверенно, без каких-либо проблем он сразу находит то совместимое устройство, с которым он может работать. Если выйти на рабочий стол, мы можем с вами заметить вот эту иконку. Это означает, что это устройство в зоне сопряжения с планшетом, и вся эта тема, конечно же, у нас будет полноценно работать. Никаких дополнительных фишек тут у нас не добавляется, в частности HyperMind, но и скорее всего и не добавится. То есть HyperMind это будет исключительно фишкой флагманских устройств Xiaomi. Мы с вами идем далее. Что меня лично заинтересовало, так это появление дополнительной опции, как нажмите и удерживать, чтобы изменить. То есть это та самая фича, которая у нас с вами позволяет видоизменять экран блокировки, но если раньше по умолчанию всегда эта опция была активирована, где-то там в кармане можно было случайно на нее нажать, в новой прошивке добавляется ее принудительное отключение. И вот, допустим, когда вы один раз экран блокировки настроили, больше вы его настраивать не хотите. И компания нам дает такой выбор, чтобы мы больше с этой опцией не мучились. И это одно из немногих появлений новой фишки именно в HyperOS. Так, в целом, по всему остальному ничего сверхнового у нас, конечно же, не проявляется. Так же, как и количество отображения значков уведомлений. Все так же по умолчанию их 3 штуки, ну и с этим, скорее всего, придется смириться. Если вас интересует вопрос по поводу батареи и появления тут каких-то сверхскрытных режимов для улучшения автономности, то также не стоит тут чего-то ожидать, потому что в этих приложениях стоковых разработчики нацелились на оптимизацию этих всех стоковых приложух, для того, чтобы оно все работало корректно, исправно, ну и в некоторых вопросах алгоритмы этих стоковых приложений могут улучшать вашу автономность. Но опять же не стоит ожидать, что ваше устройство после обновления до самой актуальной версии безопасности будет вытягивать сутки, стабильно двое суток, трое суток, неделю, ну и тому подобное. То есть вопрос автономности это очень такой субъективный и очень специфический вопрос.
Еще вас, наверное, может заинтересовать такой момент, что по поводу синтетики. Вообще, когда я обозреваю данное обновление, я частенько упускаю данный вопрос. Но вот что касается планшета, мне интересно его тестировать, потому что после каждой обновы у нас данные очень-таки разнятся. И вот, допустим, когда я решил протестировать планшет 17 апреля 2024 года, он выдавал такие показатели. Потом у нас через почти 2 месяца выходит следующее обновление уже от июня, и тут просадка прям очень такая явная. Далее разработчики выпускают через месяц следующее обновление. Тут уже показатели возвращаются на то, что было у нас до этого, а вот то, что я провел сегодня. То есть это тестирование нам показывает, что планшет себя очень уверенно чувствует и, конечно же, подойдет под многие задачи, которые вы можете перед ним поставить. Не могу отметить, что как бы он как-то фризит, люто лагает или еще что-то. Нет, в принципе, устройство очень хорошее, там под какие-нибудь игры, фильмы, для поездок, там для работы в плане подключения клавиатуры и стилуса. Это устройство прям очень классно вам залетит и оно вам понравится. Да, к сожалению, нет анимации выхода из приложений, да, к сожалению, нет обновленных виджетов, я не говорю, что они прям новые, обновленного меню вызова виджетов нет, ну и, соответственно, обновленных виджетов также мы тут с вами не наблюдаем. Как бы я ни старался тут поиграться с рабочим столом, кстати, версии рабочего стола или же системной оболочки отличаются от того, что устанавливается на смартфоны. Тут версия у нас 4.40, а на смартфонах 4.39. Поэтому тут не стоит думать, что если мы выкладываем актуальную версию системной оболочки, она также подойдет сразу же и для планшета. Тут важно считать, какую версию именно мы публикуем. Ну и что же, давайте я подведу некий такой итог. Если у вас планшет Xiaomi Pad 6, вам приходит это обновление, я рекомендую на него обновиться. Если у вас любое другое устройство, там не планшет, понятное дело, там смартфон или там Mi Band какой-нибудь условно, вам приходит новое обновление, рекомендую вам изучить информацию по поводу данного обновления. Потому что, зная компанию Xiaomi и ее разработчиков, они могут на ровном месте накосячить, что потом устройство уйдет в какой-нибудь бутлуп, в циклическую перезагрузку, к примеру, и далее придется думать, как же вытаскивать вам свои данные. Потому 300 раз подумайте перед тем, как обновляться, на то, о чем вы еще не знаете и о чем как бы информации вы не встречали. Разработчики сейчас готовятся, конечно же, к HyperOS 2.0, который уже, кстати, есть первые слухи, но об этом, скорее всего, я отсниму отдельное видео, где вам расскажу о том, что на сегодняшний день известно о новой версии оболочки от компании Xiaomi. Но если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.